Привет, это я. В этом видео я поделюсь секретом, как сбросить последние 5 килограммов. Интересно, что похудение вообще довольно неестественная штука. Организму не нравится терять вес. Это противоречит его цели — стараться выжить. И терять, что бы то ни было, для него неестественно. Но есть то, что в стратегическом плане можно сделать, чтобы успешно побороть и сбросить эти упрямые последние килограммы. Первое. Никаких сахаров. Как вы наверняка уже знаете, все, у чего высокий гликемический индекс, все, в чем много сахара, поднимает инсулин, а инсулин блокирует сжигание жира. Вы не можете терять вес при наличии инсулина. И это также скрытые сахара: хлеб, паста, хлопья, крекеры, печенье, вафли, блины, кексы, сок, алкоголь и фрукты. Надо исключить все это из рациона, потому что лишний инсулин нам не нужен. Второе. Интенсивные физические упражнения. Интенсивность тренировок может активировать самый сильный жиросжигающий гормон — гормон роста. И вот какой с интенсивными тренировками заколдованный круг. Они помогают сбросить вес, если вы после восстанавливаетесь. Вся польза от тренировок в восстановлении после них. Да, надо проводить высокоинтенсивную тренировку на все тело, но это сработает только если вы не перезанимаетесь, только если вы восстанавливаетесь после тренировки во время сна. Если вы тренируетесь, а на следующий день у вас все болит или еще не прошла усталость, то отдохните еще какое-то время. Комбинация высокоинтенсивных комплексных силовых упражнений на все тело с восстановлением существенно увеличит уровень гормона роста, который затем сожжет жир. Третье. Не менее 8 часов сна. Почему? Потому что в основном сжигание жира и польза от тренировок имеют место во время сна. Если вы спите только по 6-7 часов, это может серьезно снизить ваши шансы сбросить вес. Главное, сон должен быть качественным и достаточно долгим. Совершенно нормально бывает подремать днем, но нужно не менее 8 часов сна по ночам. Четвертое. Есть 2 раза в день. Но вот что, вам не надо быть голодным, не надо ограничивать калории. Это не работает, а лишь вызывает голод. Но такая вещь, как интервальное голодание, значительно улучшит ваше жиросжигание. В частности, интервальное голодание активирует гормон роста. Это значит, что мы едим 2, а не 3 раза в день. И мы добавляем жиров в еду, чтобы быть сытыми дольше. Суть не в том, чтобы уменьшать калорийность за счет жиров, а в том, чтобы дольше не есть. Потому что, когда вы едите чаще 2 раз в день, каждый раз во время еды активируется инсулин, а инсулин нужно держать на очень низком уровне. И 2 приема пищи в день — отличная комбинация. В какое время дня следует есть? Первое. Если вы с утра не голодны, не завтракайте, подождите обеда. Если голодны с утра, позавтракайте, но затем ждите весь день и ужинайте часов в 5-6. Это будет идеально в том, что касается частоты еды. Пятое. Никаких перекусов между едой. Почему? Каждый раз во время еды, и неважно, что вы едите, вырабатывается инсулин, а инсулин блокирует сжигание жира. Поэтому перекусывать не надо. Если хотите съесть орехов или сыра, съешьте их во время еды, а не в промежутке. Ведь если постоянно активировать инсулин, вы так и не будете худеть. У многих имеется инсулинорезистентность. А это, кстати, своего рода преддиабет. Уровень инсулина в этом состоянии в 4-5 раз выше среднего. Отказ от перекусов и 2-разовое питание помогут от инсулинорезистентности. И вы можете дольше не есть. Добавляйте жиры, если голодны, чтобы продержаться без еды дольше. Но перекусывать нельзя, даже чем-то полезным. Хорошо, это был номер 5. Шестое. 85-170 грамм белка за 1 прием пищи. Почему? Потому что если белка слишком много, можно повысить инсулин. Все, что выше 35 граммов, активирует инсулин. Итак, нужны меньшее количество белка. Белок можно есть 2 раза в день, но порции должны быть небольшими. Такой вот совет. Седьмое. От 7 до 10 стаканов овощей. Любопытно, но если не съедать столько овощей, вы не получите макро- и микроэлементов, особенно калия. Нам нужно 4700 мг калия в день. И таково количество овощей, которое нужно съедать, чтобы получить этот калий, иначе его не получить.
Без калия вы не сможете усмирять тягу к еде, усваивать белок, производить желудочный сок. Это самый важный для вас элемент, особенно для похудения. Но многие не съедают нужного количества. Съедать столько салата обязательно, можно даже измельчать. Но вот какой момент, если вы едите те овощи, к которым не привыкли, даже кейл или любые крестоцветные, и у вас начинаются вздутия или запоры, поменяйте овощи на другие, потому что нельзя допускать вздутия. Кишечная микрофлора питается клетчаткой, и если вы завалите эти бактерии избытком клетчатки, к которой они не привыкли, и у вас начнутся вздутия и запоры, то вы не будете худеть. Ешьте именно те овощи, которые можете переварить, и от которых не возникает проблем с пищеварением. Вот 7 секретов, чтобы сбросить те последние 5 килограммов. Все получится, если им следовать. Многие выполняют лишь некоторые из этих пунктов. Начните соблюдать те пункты, которые раньше упускали, и делитесь успехами в комментариях. Спасибо за просмотр. Хочу послать вам подарок за участие в небольшом опросе. Опрос очень короткий. Мне просто нужно ваше мнение по одному вопросу. Перейдите по ссылке в описании, пройдите опрос и проверьте входящие письма.